Привет, это канал Илон Маск. В этом дайджесте стоимость FSD увеличится до $15 тысяч. Starship получил первый контракт на запуск, а Илон Маск рассказал подробности о Tesla Bot. А начнем мы, как всегда, с Tesla. Издание Nikkei Asia сообщает, что Panasonic привлечет своих супервайзеров из Японии, чтобы заняться оптимизацией Giga Nevada. Это должно увеличить производительность отдела по производству аккумуляторов на 10% к 2024 году. Издание также отмечает, что компания хочет повысить эффективность своей работы в США до уровня японского завода. Илон Маск разместил колонку в официальном издании администрации киберпространства Китая, где поделился некоторыми подробностями о работе Tesla Bot. В статье Илон напомнил, что изначально гуманоид будет выполнять утомительные, повторяющиеся и опасные задачи. Однако в будущем он будет использоваться в быту и сможет приготовить ужин, подстричь газон и даже ухаживать за пожилыми людьми. Илон также отметил, что с помощью роботов мы сможем создать эру чрезвычайного изобилия товаров и услуг, где каждый сможет жить в достатке. Он предположил, что в будущем домашний робот может быть дешевле автомобиля, а менее чем через 10 лет люди смогут купить робота своим родителям в подарок на день рождения. Компания не просто мечтает о мифическом Tesla Bot. Уже 30 сентября, во время Дня искусственного интеллекта, Tesla представит рабочий прототип робота. А пока Илон размышлял о роботах, общедоступные станции Supercharger признали незаконными в Германии из-за отсутствия счетчика киловатт-часов. СМИ пишут, что каждая зарядная станция, на которой потребление тарифицируется в киловатт-часах, должна соответствовать закону о калибровке в Германии, то есть иметь счетчик, который точно измеряет мощность заряда. Tesla всегда полагалась на свое мобильное приложение для мониторинга сеансов зарядки, поэтому станции не оснащены экранами. Томас Веберпалс, глава Баварского государственного управления мер и весов, сказал, что работа Tesla заключается в модернизации станций, и она работает над этим. Правительство не планирует действовать по этому поводу прямо сейчас. Но не волнуйтесь, покупатели любят Supercharger даже без экрана. Согласно новому исследованию JD Power, Tesla Supercharger были признаны лучшими с точки зрения общей удовлетворенности клиентов. Сеть Supercharger заработала 739 из 1000 возможных баллов. Положительный опыт клиентов неудивителен, так как Tesla постоянно улучшает удобство зарядки на станциях. На этот раз компания начала полномасштабную установку терминалов Starlink на Supercharger. Список станций с бесплатным Wi-Fi пополнили новые штаты, а также зарядные станции Канады и Соединенного Королевства. Когда автомобили Tesla прибывают на станцию зарядки, они автоматически подключаются к сервису Starlink Wi-Fi. В Китае же все по-прежнему отлично, так как Tesla China объявила, что уровень локализации цепочки поставок превысил 95%. Это впечатляет и показывает, что американские автопроизводители могут расти и преуспевать в Китае при поддержке местной промышленности и правительства. Tesla China стремилась достичь 90% уровня локализации к концу 2021 года, и, очевидно, с этим компания справилась. А еще Tesla закрыла возможность заказа Tesla Semi, но полностью обновила страницу грузовика, добавив новые фотографии и видео. Semi теперь будет иметь 3 независимых двигателя вместо 4 и сможет восстановить 70% запаса хода за 30 минут зарядки на Tesla Semi Chargers. Ребят, вот вам тоже надоели вбросы от анонимных источников? Вот и Tesla не выдержала и пошла на необычный шаг, использовав свой аккаунт в Твиттере, чтобы опровергнуть статью Bloomberg. Издание утверждало, что глава юридического отдела Tesla Дэвид Сирл покинул компанию. Предполагаемый уход был особенно примечателен тем, что Сирл ведет внутреннее расследование сомнительных покупок специального стекла, которое, как подозревается, предназначалось для личного использования Илоном Маском. Официальный аккаунт Tesla в Твиттере ответил на статью, написав: «Эта статья Bloomberg является ложью. Дэвид Сирл не ушел из Tesla». А вот что это там за стекло такое, пока не знаем, следим за развитием событий. Завод Giga Texas последовал примеру Giga Berlin и достиг важной вехи в своем производственном развитии, выпустив 1000 Model Y за одну неделю. Гигафабрике удалось достичь этого рубежа чуть более чем через 4 месяца после официального открытия в начале апреля. Это немного медленнее, чем у Giga Berlin, который смог добиться такого уровня через 3 месяца после открытия, но тоже хорошо. И 1000 Model Y в неделю — это тоже хорошо, но нам нужно больше. Tesla тоже это
понимает, начала тестирование 4-го гигапресса на Giga Texas. К сожалению, пока что это не тот самый 9000-тонный пресс, который будет производить отливки для Cybertruck. Этот зверь прибудет в Техас только в конце этого года. Сейчас компания установила обычный, стандартный, ничем не примечательный 6000-тонный гигапресс, используемый для изготовления передних и задних цельных отливок для Model Y. Это невероятно, но с 5 сентября цена на FSD в Северной Америке увеличится до $15 000. Это немало, но что поделаешь, ведь разработка такой системы удовольствие не из дешевых. А пока Tesla замедляет выпуск следующей версии FSD Beta из-за множества серьезных изменений кода. Первые тесты обновления показывают, что это значительный шаг вперед. Система лучше проходит незащищенные левые повороты, а управление автомобилем стало более плавным. А дальше мы расскажем про SpaceX. Командование ВВС США заключило со SpaceX контракт на почти $2 миллиона на предоставление спутникового интернет-сервиса Starlink для своих военных объектов. Известно, что наземное оборудование будет использоваться на протяжении 1 года для военных баз, которые расположены в Европе и Африке. Военных заинтересовало, что сигнал низкоорбитальных спутниковых группировок сложнее заглушить. Ко всему прочему, задержка сигнала ниже по сравнению с геостационарными спутниками. Спрос на Starlink растет, но SpaceX старается успевать за потребностями пользователей. 19 августа компания успешно запустила миссию Starlink 427. Первая ступень B1062 совершила свою 9-ю посадку на плавучую платформу A Shortfall of Gravitas, а 53 спутника с любовью доставлены на заданную орбиту. В тот же день грузовой корабль Crew Dragon успешно отстыковался от МКС и выполнил маневры по сходу с орбиты. 20 августа аппарат вернул на Землю научный груз массой около 1800 кг. Корабль успешно приводнился у побережья Флориды в Атлантическом океане к северо-востоку от мыса Канаверал. На этом миссия снабжения CRS-25 подошла к концу. А вот разработка Starship еще не подошла к концу, зато он уже сумел получить первый контракт на запуск спутника связи. Японский спутниковый оператор Sky Perfect JSAT заключил со SpaceX контракт на запуск геостационарного спутника связи Superbird 9 уже в 2024 году. Масса спутника не оглашается, но известно, что он построен на платформе от Airbus OneSat. Масса аппаратов, которые построены на этой платформе, обычно составляет 3 тонны. Будем держать кулачки за SpaceX, ведь 2024 год уже не за горами. А если вы увлекаетесь ракетным порно и следите за развитием движков, то рекомендуем посмотреть наше последнее видео про сравнение рапторов старого и нового поколения. Ссылка в описании. Пока!